В мире, где скорость и надежность решают все, существует особая категория машин, ставших не просто средством передвижения, но настоящими легендами. Они пережили войны, эпохи и даже смену политических режимов, оставив неизгладимый след в истории. Но что заставило их стать культовыми? Какие тайны скрывают их металлические корпуса? И как, спросите вы, в условиях жесткой экономии и постоянной борьбы за ресурсы Советский Союз смог создать мотоциклы, которые до сих пор вызывают восхищение коллекционеров и любителей по всему миру? В суровые годы, когда страна, казалось бы, стояла на грани выживания, каждый ресурс был направлен на укрепление обороноспособности. Однако именно в это непростое время закладывались основы для создания легендарных мотоциклов, которым суждено было стать символами надежности, выносливости и инженерной мысли. Потребность в быстром и маневренном транспортном средстве для армии была очевидна. Мотоциклы требовались для разведки, связи, оперативной доставки донесений и даже для поддержки пехоты. И вот, в ответ на этот запрос, появился мотоцикл, который стал отправной точкой в развитии советского мотопрома – М-72. Этот двухколесный аппарат, оснащенный коляской, был разработан с оглядкой на лучшие мировые образцы своего времени, но при этом обладал уникальными чертами, приспособленными к суровым условиям эксплуатации. Его оппозитный двигатель обеспечивал надежную работу и хорошую проходимость, что было критически важно на разбитых дорогах и бездорожье. М-72 активно использовался на фронтах, доказав свою незаменимость в условиях боевых действий. Он стал настоящей рабочей лошадкой, способной выдержать колоссальные нагрузки. Но как удалось наладить его массовое производство в эвакуированных цехах, когда каждая деталь была на вес золота, а сроки диктовались смертельной угрозой? И каким образом этот военный труженик смог переродиться в машину для мирной жизни, став доступным миллионам людей? Это решение еще аукнется им в будущем. С окончанием войны страна начала восстанавливаться, и бывшие фронтовые дороги постепенно заполнялись гражданскими машинами. Мотоциклы, проверенные огнем и бездорожьем, стали символом мирного времени и свободы передвижения. В 50-е годы на улицы выехал мотоцикл, который очень быстро завоевал сердца миллионов – ИЖ-49. Созданный на основе технологий, полученных в результате репараций, этот мотоцикл сочетал в себе немецкую педантичность в проектировании и советскую адаптацию к массовому производству. Его простой, но в то же время элегантный дизайн вкупе с высокой надежностью и относительной доступностью сделали его невероятно популярным. ИЖ-49 стал символом новой эры, когда мотоцикл перестал быть исключительно транспортом для избранных. На нем ездили на работу, отправлялись в дальние поездки, путешествовали по просторам необъятной страны. Он был мечтой любого мальчишки и предметом гордости для взрослого мужчины. Его характерный звук работы двигателя, его легко узнаваемый силуэт стали частью повседневности. Тысячи и тысячи этих машин разъезжали по дорогам, связывая города и села. Но что именно сделало ИЖ-49 таким массовым и любимым? Какими трудностями столкнулись инженеры при его адаптации и производстве, и как это повлияло на следующее поколение мотоциклов? Несколько лет спустя, в середине 50-х, появилась еще одна легенда – мотоцикл К-750. Если ИЖ-49 был символом элегантности и доступности, то К-750 стал воплощением мощи и универсальности. Это был мотоцикл с коляской, способный выполнять самые разнообразные задачи. Его крепкая рама, выносливый двигатель и возможность перевозки значительных грузов сделали его незаменимым в сельском хозяйстве, на небольших предприятиях и, конечно же, в повседневной жизни. Он использовался как транспорт для всей семьи, как надежный помощник в домашнем хозяйстве, а в некоторых регионах даже как маршрутное такси. К-750 был настоящим трудягой, который не боялся ни грязи, ни бездорожья. Он стал основой для многих последующих разработок, заложив фундамент для целого семейства мощных мотоциклов с коляской.
Но каким образом советские конструкторы смогли добиться такой высокой выносливости и неприхотливости в столь сложных условиях? И какие секреты скрывались за его внешней простотой, позволившие ему стать одним из самых распространенных мотоциклов своего времени? Так кем же они были на самом деле, эти железные кони? И самое интересное ждало их впереди. Эпоха 60-х и 70-х годов ознаменовала собой период расцвета советского мотостроения, подарив миру машины, ставшие визитной карточкой не только для внутреннего рынка, но и для экспорта. Среди них особое место занимают легендарные «Урал» и «Днепр». Эти мотоциклы, часто ассоциирующиеся с классическим образом мотоцикла с коляской, воплощали в себе идеи надежности, универсальности и, что немаловажно, доступности для широких слоев населения. Но как им удалось завоевать такую популярность и стать настоящими народными любимцами, пережив десятилетия изменений и вызовов? Мотоцикл «Урал», ведущий свою родословную от того самого М-72, с течением времени претерпел множество глубоких модернизаций, превратившись в самостоятельный и узнаваемый бренд. Он был не просто средством передвижения, а настоящим символом свободы, приключений и для многих даже стиля жизни. Его мощный оппозитный двигатель объемом от 650 до 750 кубических сантиметров, низкий центр тяжести и прочная, практически неубиваемая конструкция делали его идеальным для дальних путешествий по бескрайним просторам страны, а также для эксплуатации в самых суровых климатических условиях, от знойных пустынь до заснеженной тайги. Уралы активно экспортировались в десятки стран мира, от развитых европейских государств до экзотических уголков Азии и Латинской Америки, и даже проникали на рынки Северной Америки, где они завоевали репутацию неприхотливых и выносливых машин, способных проехать там, где пасовала любая другая техника. Многие иностранные мотоциклисты ценили «Урал» за его ремонтопригодность в полевых условиях, простоту обслуживания и возможность кастомизации. Но что позволило «Уралу» сохранить свою актуальность на протяжении десятилетий, пережив смены поколений, технологические революции и даже распад страны, в которой он родился? И какие уникальные особенности, помимо его прославленной проходимости, сделали его столь популярным среди любителей мотопутешествий и ценителей классики по всему миру, породив целое движение фанатов? Параллельно с «Уралом» развивался и его ближайший родственник – мотоцикл «Днепр», выпускавшийся Киевским мотоциклетным заводом. Хотя эти два мотоцикла имели схожую конструкцию и часто ассоциировались друг с другом, «Днепр» обладал своими уникальными чертами и особенностями, которые выделяли его на фоне конкурентов. Он был не менее надежен и вынослив, чем «Урал», но при этом конструкторы КМЗ стремились к большей комфортабельности и порой предлагали более широкий спектр модификаций, включая версии с гидравлическими тормозами и даже дизельными двигателями в экспериментальных образцах. «Днепры» активно использовались как в личных целях, для повседневных поездок, семейных путешествий, так и в различных государственных службах, включая милицию, скорую помощь и армию, где их ценили за надежность и грузоподъемность. Их двигатели, постоянно совершенствующиеся и достигавшие мощности до 36 лошадиных сил, обеспечивали достаточную динамику и тягу для выполнения самых разных задач. Но какие именно технологические решения и инженерные находки позволили Днепру выделиться на фоне конкурентов, и почему он оставил столь значимый след в истории мотоциклетной промышленности, став одним из символов советской мотоциклетной культуры? К концу 20 века, с распадом Советского Союза и переходом к рыночной экономике, мотоциклетная промышленность столкнулась с новыми, беспрецедентными вызовами и реалиями. Многие заводы, не выдержав конкуренции и отсутствия государственной поддержки, прекратили свое существование или были вынуждены кардинально перепрофилироваться. Однако «Урал» и «Днепр» смогли, хоть и с большими трудностями, адаптироваться к новым условиям, продолжая выпускаться
и развиваться, правда, уже в значительно меньших объемах и ориентируясь в основном на экспортные рынки и нишевых потребителей. Они стали предметом коллекционирования, объектом особого интереса для ценителей винтажной техники и базой для смелых кастомов по всему миру. Эти мотоциклы не просто набор механизмов, они живая история, свидетели бурных событий и тихих радостей миллионов людей, отражение целой эпохи. Их характерный вид, узнаваемый басовитый звук оппозитного двигателя и способность проезжать там, где другие машины останавливаются, сделали их по-настоящему культовыми и неподвластными времени. В заключение стоит отметить, что советские мотоциклы, от военных тружеников М-72 до гражданских легенд Уралов и Днепров, оставили неизгладимый след в истории техники и в сердцах людей. Они были созданы в условиях, когда каждая деталь имела значение, а надежность, функциональность и простота обслуживания ставились во главу угла. Эти машины стали символом целой эпохи, воплощением инженерной смекалки, стойкости и народной изобретательности.